Всем привет! В данном видео речь пойдет о самых необычных переключателях, которыми я когда-либо пользовался. VS Jade. Не будем начинать с сухих характеристик, а немного затронем название самих переключателей. Господа из Англии уже поняли, почему их название Jade, а именно из-за их цвета, так как в переводе это означает нефрит. Но суть здесь не только в цвете, а еще и в том, что внутри переключателей стоят так называемые инсерты, которые придают переключателям столь необычный звук, как и звук у самого нефрита. Важное уточнение, это semi-silent переключатели, но не с резиночками в топе, а с таким же пластиковым демпфером, как был на VS Silent Pioneer. Как только ко мне приехали эти переключатели, я сразу поставил их в клавиатуру и долгое время не мог понять, почему на них так сложно печатать. Вы слышите только звук в дне, что для меня оказалось не идеальным. Кстати, напишите в комментариях, нравится ли вам semi-silent переключатели или нет. Вы, наверное, обратили внимание, что эти переключатели крайне похожи на Марантти. По факту, это они и есть, исходя из использованных материалов. А это UPS stem, фом-хаузинги, да даже пружина здесь стоит одинаковая, Double Stage с 60 граммами в ботами и длиной 18 мм. Я бы не сказал, что эти переключатели можно сравнивать по той причине, что они отличаются строением стема. Марантти low-pitch как сверху, так и снизу, а Джейды звонкие в ботами и беззвучные в топе. Но плавность джейдов сохраняется такая же, как и у Марантти. Вот вам небольшой тайпинг в стоке тех и других переключателей на Cycle 7 с FR4 плейтом на маунте. Там должен был быть мем какой-то с бобами. Мне невероятно понравились в использовании эти переключатели именно в играх. Есть максимально четкое ощущение удара в ботом, а это самое главное для меня. Приличный вес также меня очень подходит, так как уже долгое время я сложно воспринимаю легкие линейные переключатели. Я думаю, многим эти переключатели могут понравиться даже не с точки зрения звука, а просто тактильно. К недостаткам я бы хотел отнести, что во время того, как я ставил некоторые переключатели в плейт, я обращал внимание на то, что некоторые инсерты не до конца вставлены в стем. Но простым придавливанием это решается. Следующий момент, что два переключателя оказались бракованными. По той причине, что шток стема был толще обычного. Также из-за инсертов стемы этих двух переключателей очень туго ходили внутри хаузинга. И то, что мне не позволило на них печатать в повседневной основе, а это демпфер на верхней части переключателя. Когда я печатаю, я привык слышать возврат переключателя, а здесь его нет. И мой мозг от этого несколько ломается. И вот как я решил эту проблему. А именно Spring Swap. Я принял решение заменить стоковые пружины в джейдах на 63,5 граммовый Triple Stage длиной 22 мм. Пружины, кстати, тоже от Wucho, и они просто отличные. С ними в джейдах появляется хоть и приглушенный, но все же удар в топе. Все это благодаря чуть большему весу и большей длине самой пружины. Поэтому всем, кому Silent в топе не заходит, можете просто свапнуть эти пружины на более длинные. Это самые необычные переключатели, которые вы можете попробовать в принципе. Они плавные, имеют очень приятный удар в ботами, и с ними мало что может сравниться. Марантти вы можете также смело покупать, так как это недорогие и плавные переключатели с прекрасными пружинами и нормальной заводской смазкой. Буду рад, если вы подпишетесь на мой канал, это бы мне очень помогло с дальнейшим развитием. Всем спасибо.